Сегодня рассмотрю вопрос о том, как создавать технологическую карту для изготовления деталей. В данном случае есть вот такая простая деталь. Пластина с двумя отверстиями и двумя посадочными карманами под подшипники. Что мне нужно сделать, чтобы превратить вот эту модель в реальную, изготавливая ее на фрезерном станке? Мне нужно создать последовательность действий, алгоритм, благодаря которому я буду повторять эти действия и получать деталь. Итак, у меня есть в первую очередь болванка, которая имеет соответствующие размеры, подходящие под эту деталь. Я первое, что делаю, создаю эскиз, чтобы получать представление о том, где что расположено. И беру внешнюю геометрию детали. Это можно делать в любой саппорт программе, неважно какой. Я в данном случае использую FreeCAD. Итак, я имею геометрию и рисую болванку, из которой буду вырезать. Болванка у меня имеет ширину 60,74 миллиметра. И глубину 23,30. Итак, видно, что площадь, вот этот прямоугольник, это площадь болванки, из которой я буду вырезать. А вот эта геометрия, это само тело, которое мне нужно получить. Я буду получать эту деталь с одного уставного. То есть я сначала вырежу контур, сделаю отверстие, посадочные гнезда под подшипники, и потом отрежу деталь от тела болванки. Еще момент. Сразу могу прикинуть, какие я буду использовать инструменты. Например, фреза диаметром. Это реальный размер. То есть я буду вот так обрезать по такому пути. И потом отдельно сверлить. Еще у меня есть отрезная фреза. Диаметр, по-моему, у нее 63. Но какой диаметр у нее не важно. Важно, что у нее рабочая часть всего 18 миллиметров. То есть я должен учитывать рабочую часть самой фрезы. Чтобы я мог подобраться к детали. Если я располагаю деталь посередине болванки, то я немного не достаю, то есть на грани. Поэтому логично предусмотреть расположение болванки и вырезание ее примерно здесь. Тогда я могу обрезать по контуру фрезой и могу потом отрезать с большим запасом саму деталь. Итак, я это выяснил, мне этот чертеж, фигура не нужна, поэтому буду располагать здесь. Итак, я хочу расположить деталь симметрично относительно болванки. Поэтому буду делать следующее. Создаю симметрию. И теперь могу отсчитывать от всего, что тут есть. В данном случае центральная часть, геометрический центр болванки будет находиться здесь. Вот эта красная точка. И мне нужно будет сначала узнать, где находится геометрический центр болванки, а затем описывать маршрут фрезы.
делаю вот такие сопряжения, создаю следующий. Создаю несколько положений фрезы, чтобы не усложнять, не загромождать рабочее пространство. Я делаю их равными и делаю вот такие сопряжения. Нет, это не хочет, он неправильно. Вот так. И делаю касательное сопряжение с нижним краем детали. То же самое повторяю здесь. Итак, видно три положения основных фрезы, где она будет располагаться при описывании контура детали. Это положение мне не нужно, потому что деталь симметричная. И теперь я могу брать и измерять расстояние, где должна находиться фреза, по чертежу, прямо по скетчу модели. Итак, есть первый размер, относительно центра, повторяю. Второй размер. И третий размер, который идет уже ниже центра болванки. Итого у меня есть следующие данные, которые я могу записывать уже на свой блокнот. То, что я записываю и в той форме, какой я записываю, это уже не имеет значения. Делаю, как мне удобнее воспринимать информацию, как мне удобнее ее воспроизводить. Это не чертеж, это просто технологическая карта, которую вы используете на станке. Итак, у меня есть три положения. Первый шаг, что я делаю, это получение изучение, где находится геометрический центр болванки. Второе, так как я уже ее разместил на болванке, деталь относительно центра болванки, мне нужен путь, какой опишет фреза, которую я буду использовать. Фреза у меня диаметром 8,13 миллиметра. Это я записываю. И теперь я записываю в геометрическом, псевдогеометрическом представлении. То есть у меня вот этот крестик — это центр болванки. Все, что выше крестика, соответствует рисунку на там, скетче. Значит, координата вверх это будет 13 миллиметров 78 сотых. Потом правое и левое положение симметричные будут 22,88. И нижнее положение, которое идет в минус, ниже положения центра болванки, это минус 3,34. Я не округляю, беру просто первые два регистра после запятой, потому что линейка работает, во-первых, с точностью до 0,05, во-вторых, вот эти округления никаких особых изменений не дадут в плане точности. Поэтому достаточно брать вот эти первые 4 цифры. Итак, у меня есть путь, какой опишет фреза, и я знаю, какая нужна глубина. Глубина мне нужна 3 миллиметра, сама деталь. Вот здесь видно ее толщина. Но мне нужно ее еще и отрезать, поэтому мне нужно еще учесть путь, какой проделает головка шпинделя, чтобы пустить отрезную фрезу. Я создаю эскиз, беру внешнюю геометрию. И теперь я знаю толщину отрезной фрезы.
Я знаю, что фреза толщиной 0,86 миллиметра. И касаюсь, когда начинаю отрезать деталь, я сначала коснусь поверхности обработанной детали в этой точке, и потом перемещу на вот это расстояние весь шпиндель. Получится, что мне нужно опустить головку шпинделя на 3,86 миллиметра отрезной фрезы. Теперь я имею следующие данные для производства, для изготовления детали. Путь, какой пишет на болванке фреза, глубину отрезания, и у меня еще есть два отверстия. С этим все проще, потому что я беру просто две точки, отмечаю на эскизе и получаю размер 14,32 симметрично. И дальше мне уже не нужно никаких инструкций, никаких чертежей, никаких данных, потому что я знаю, что мне нужно просверлить сначала, сделать отверстие диаметром 5 мм сквозное, и диаметр 6 мм на глубину 2 мм, посадочная под подшипник. Вот и все. Собственно говоря, и вся работа, какую нужно проделать для подготовки этой детали. Информация, которая у меня записана на блокноте, если ее не смотреть к привязке к этой технологической карте, она, в общем-то, смысла не имеет, и поэтому она просто одноразовая. Я использую блокнот, листы эти потом могу выкидывать, использовать на что-то еще. Вот. И довольно удобный формат подачи данных, не боится ни масла, ни каких ни загрязнений. Мне не нужно не держать перед собой ни экран. Я могу просто бросать быстрый взгляд и сверяться с этими данными. Вот, собственно говоря, и вся подготовка. Следующее это будет уже реальное изготовление. Так, ну вот деталь установлена. Вот я даже обрисовал контур ее. Вот этот центр геометрические детали, как на скетче в FreeCAD. И теперь мне нужно установить фрезу и выфрезеровать контур вот этой детали. Первый шаг. Все как на записанном рисунке в блокноте. То есть смещаю на нужную координату от этого центра, смещаю вправо на нужную координату от центра и смещаю вниз тоже от центра. Я выровнял поверхность. Теперь я знаю, где у меня центр болванки, где у меня 0 по высоте. И по записям скетча и в блокноте, который принес, я знаю, на какую длину нужно смещать координату. Теперь начну вырезать по координате, записанной в блокноте.
Следующая часть — это сверление отверстий под расточку. В скетче уже размеры автоматически как бы определены. В блокноте они, соответственно, тоже отмечены. Поэтому мне просто сверлить на любую нужную мне глубину. Следующий шаг — это расточка, но расточка по месту не требует внешних инструкций, и поэтому необходимости в CAD-программе, каких-то расчетах нет. Здесь все рассчитывается по месту, поэтому эту часть я пропускаю. Ну вот, расточка второго отверстия завершена, подшипник подходит, и в принципе можно деталь отрезать, готово. И заключительная операция — это отрезание полученной детали от тела болванки. Ну, как я уже говорил раньше, она настолько тонкая и небольшая, что ее имеет смысл делать из большой болванки, а не обрабатывать маленькую. Итак, что нужно? По инструкции, которые я нарисовал в скетче, получается, нужно опустить фрезу от момента касания поверхности на глубину 3,86. На самом деле это измерение вообще не требуется, оно просто для иллюстрации, потому что нужно здесь толщину отрезной фрезы прибавить к толщине, требуемой толщине детали. Вот и все. В данном случае мне деталь требуется толщиной 3 мм и толщина фрезы 0,86 мм. Поэтому я опускаю после касания на 3,86. Вот я коснулся, звук можно услышать звук. Вот это 0. И чуть-чуть не хватило. Нет, хватило. И начиная с этого положения делать проходы по отрезанию. Вот, руководствуясь простым порядком, простым алгоритмом изготовления, с помощью саппорт программы я сделал вот эту деталь. И не просто точную, а еще и совмещением очень миниатюрных подшипников. Отлично рабочий метод.